На экране она – символ силы, хладнокровия и внутреннего стержня. Женщина, которая никогда не сдается, всегда контролирует ситуацию и кажется почти недосягаемой. Но за этим образом скрывается куда более сложная и тревожная история. В этой биографии есть моменты, о которых не принято говорить вслух. Решения, которые могли навсегда сломать карьеру. Периоды, когда все висело на волоске. Давление, страх, одиночество и цена, которую пришлось заплатить за право оставаться собой. И то, что зрители привыкли считать силой, на самом деле рождалось совсем в других обстоятельствах. Сегодня вы увидите не глянцевый портрет и не очередную хвалебную историю. Это дайджест фактов и событий, собранных из официальных источников, интервью и открытых материалов, а также авторский взгляд на путь женщины, которую миллионы знают про лям, но почти никто по-настоящему. Некоторые эпизоды ее жизни до сих пор вызывают споры. Некоторые решения выглядят слишком жесткими. А один выбор, о котором мы расскажем ближе к концу, мог изменить все, и именно он многое объясняет. Смотрите внимательно. Самое важное впереди. Она выросла в городе, где море всегда рядом, а горизонт кажется открытым и бесконечным. Измир, шумный, солнечный, свободный, стал первым пространством, где формировался характер Денис Байсал. Детство прошло в Каршияке, районе, где жизнь ощущается особенно ярко, улицы полны движения, воздух пропитан солью, а каждый день будто зовет идти дальше. Но за внешним спокойствием скрывалась нестабильность, которая рано научила ее наблюдать, чувствовать и держаться на ногах. В семье часто звучали повышенные голоса. Напряжение между родителями постепенно стало привычным фоном, пока однажды не закончилось разводом. Денис осталась с матерью, именно она стала ее опорой в повседневной жизни. С отцом связь не оборвалась, каникулы, редкие встречи, ощущение другой реальности, в которой все было иначе. Эти два мира, постоянный и временный, научили ее быстро переключаться, подстраиваться и в то же время сохранять внутреннее ядро. Она рано поняла, что взрослые не всегда знают ответы на все вопросы. Это не сделало ее замкнутой, но добавило внимательности к людям и их настроениям. Денис слушала больше, чем говорила, и запоминала детали, интонации, паузы, взгляды. Позже именно это умение станет ее сильной стороной, но тогда это было просто способом понять, как устроен мир вокруг. Измир дал ей ощущение свободы, но вместе с тем необходимость самой выстраивать опору под ногами. Здесь не было сказочного старта или предопределенного пути. Была обычная девочка, которая росла среди противоречий и постепенно училась не бояться внутренних разломов. Эти ранние трещины не сломали ее, наоборот, они сделали ее устойчивее, научив держать равновесие даже тогда, когда почва кажется ненадежной. И именно в этот период, когда многое еще не имело формы и названия, в ее жизни появляется место, где все внезапно становится понятным и честным – сцена. Ей было всего 10, когда она впервые вышла на сцену муниципального театра Измира. В зале не было ни софитов большого телевидения, ни громких аплодисментов, но было другое, редкое ощущение правильности происходящего. Там, под театральным светом, Денис впервые почувствовала, что мир перестает быть шумным и противоречивым. Все становилось на свое место – движение, голос, пауза, эмоция. Театр быстро перестал быть просто увлечением. Он стал убежищем, пространством, где можно было говорить о чувствах, не объясняя их, проживать чужие судьбы и при этом лучше понимать собственную. Но именно здесь возникло первое серьезное сопротивление. Родители не видели в этом будущем. Сцена казалась им временным развлечением, чем-то ненадежным, не имеющим отношения к настоящей жизни. Денис не спорила громко.
Она просто продолжала приходить на занятия, записывалась на курсы, училась, репетировала. Упорство проявлялось не в протесте, а в постоянстве. Пока взрослые сомневались, она шаг за шагом укреплялась в своем выборе. Театр учил ее дисциплине, ответственности и умению слышать партнера, качествам, которые невозможно развить в одиночку. На сцене она переставала быть просто девочкой из Измира с непростой семейной историей. Здесь она могла быть кем угодно, и это давало редкое чувство внутренней свободы. Каждая роль добавляла уверенности, но вместе с ней росло и понимание: любое настоящее увлечение требует отдачи и иногда боли. Параллельно с театром в ее жизни появилось еще одно сильное увлечение – спорт. Баскетбол давал выход энергии, азарт и ощущение команды. Он учил бороться и не отступать, но однажды эта борьба обернулась травмой. Момент, который для кого-то мог бы стать поводом остановиться, для нее стал новым испытанием, физическим и психологическим. Тогда Денис впервые столкнулась с тем, что тело может подвести, а внешние изменения требуют принятия. Это был непростой опыт, но именно он научил ее относиться к себе внимательнее и честнее. Она рано поняла: контроль над собой – это не стремление к идеалу, а умение принимать реальность и двигаться дальше. Театр дал ей голос, спорт, стойкость, а первые трудности – понимание цены выбранного пути. И все же впереди ее ждал выбор, который на время увел ее от сцены и заставил усомниться, действительно ли искусство может стать делом всей жизни. Когда пришло время принимать более взрослые решения, давление извне стало ощутимее. Разговоры о стабильности, надежной профессии и правильном будущем звучали все чаще. Денис уже знала, что такое сцена, но мир за ее пределами требовал конкретных ответов. В итоге она поступила в университет на направление, далекое от искусства. Это был компромисс, попытка совместить ожидания семьи и собственные сомнения. Учеба шла своим чередом, но внутреннего отклика не возникало. Лекции, планы, расчеты – все казалось выстроенным логично, но безжизненно. Она старалась быть прилежной студенткой, однако ощущение, что она живет чужой жизнью, не покидало. Это было не открытое недовольство, а тихое, настойчивое чувство несоответствия, которое невозможно игнорировать. Именно в этот период Денис особенно остро ощутила разницу между безопасным выбором и тем, который требует смелости. Искусство не обещало стабильности, но давало смысл. Рациональный путь, наоборот, предлагал понятную схему будущего, лишенную внутреннего огня. Каждый день становился проверкой: остаться там, где спокойно, или рискнуть и потерять опору. Она все чаще возвращалась мыслями к театру, к ощущениям, которые когда-то казались естественными. Эти воспоминания не давали покоя, словно напоминая о том, кем она является на самом деле. В какой-то момент стало ясно: продолжать игнорировать это значит постепенно терять себя. Решение не пришло мгновенно. Оно формировалось медленно, из сомнений, бессонных вечеров и разговоров с собой. Но когда внутренний выбор был сделан, пути назад уже не существовало. Денис понимала: впереди неизвестность, переезд, новые страхи и отсутствие гарантий. И все же именно это пугало меньше, чем перспектива прожить жизнь, не попробовав. Так в ее истории появился Стамбул, город возможностей и испытаний, место, где мечты либо рассыпаются, либо обретают форму. Сделав этот шаг, Денис еще не знала, что именно там начнется самый сложный и самый важный этап ее пути. Стамбул встретил ее без обещаний. Огромный, шумный, равнодушный к чужим надеждам, он не спешил открывать двери. Здесь никто не знал девочку из Измира, никто не ждал ее появления и не был готов подстраховать. Денис оказалась в городе, где каждый день кто-то пытается начать сначала, и лишь немногие выдерживают этот ритм.
Переезд дался непросто. Неуверенность сопровождала почти каждый шаг. Иногда страх был настолько сильным, что казалось, будто решение было ошибкой. Денис позже признается, если бы не один человек, она, возможно, так и не осмелилась остаться. Ее театральный наставник буквально настоял, чтобы она записалась в агентство. Не из уверенности в мгновенном успехе, а потому что видел, у нее есть то, чему нельзя научить. Первые кастинги не приносили ощущения триумфа. Чужие лица, холодные взгляды, короткие фразы – все происходило быстро и без лишних эмоций. Роли были маленькими, почти незаметными. Иногда всего несколько сцен. Но каждая такая работа становилась опытом, возможностью наблюдать, учиться, впитывать правила нового мира. В 2011 году она впервые появилась на экране. Это было не громкое появление и не старт с главной роли. Но именно здесь Денис почувствовала, путь начался по-настоящему. Съемочная площадка оказалась совсем иной реальностью, чем театр, с другим темпом, другой дисциплиной и иной ответственностью. Ошибки здесь фиксировались камерой, а не растворялись в живом моменте. Она внимательно смотрела на партнеров, слушала, как они работают, как держатся в кадре. Эти наблюдения стали ее негласной школой. Денис не пыталась ускорить процесс и не ждала мгновенного признания. Для нее было важнее закрепиться, понять профессию изнутри, научиться быть надежной. Постепенно роли становились заметнее, а присутствие – увереннее. Без резких скачков, без громких заголовков. Просто ежедневная работа, которая требовала терпения и внутренней стойкости. В этот период она усвоила одно из главных правил: в этом городе выживают не самые громкие, а самые устойчивые. И именно эта устойчивость вскоре приведет ее к проекту, который впервые заставит зрителей запомнить имя Денис Байсал. Первые заметные отклики пришли не сразу, но они были закономерными. Когда Денис получила роль в сериале о молодых людях, мечтающих о большой жизни, она уже понимала, даже легкие, на первый взгляд, проекты требуют точности и отдачи. Здесь важно было не потеряться среди персонажей, а сделать так, чтобы зритель почувствовал, за экранным образом стоит живой человек. Настоящий поворот случился чуть позже, когда она стала частью истории о 3 девушках, решившихся резко изменить свою судьбу. Этот проект не просто дал ей узнаваемость, он показал, что Денис умеет быть разной. Ее героиня была эмоциональной, упрямой, местами импульсивной, и зрители легко узнавали в ней себя. Популярность пришла быстро, но вместе с ней появилось и первое профессиональное напряжение. Внимание аудитории – это не только интерес, но и риск. В индустрии, где яркий образ может навсегда приклеиться к актрисе, важно вовремя сделать следующий шаг. Денис это чувствовала. Она не стремилась повторять уже сработавшие и не пыталась удержаться за комфортный типаж. Напротив, ее притягивали роли, в которых можно было выйти за рамки привычного. Таким шагом стал проект, где ей пришлось воплотить сразу 2 совершенно разных характера. Это была работа, требующая не внешних эффектов, а внутренней концентрации. 2 девушки, похожие внешне, но противоположные по сути, существовали в одной истории, и между ними не должно было возникнуть путаницы. Для Денис это стало проверкой на профессиональную зрелость. Она выстраивала образы через детали, взгляд, осанку, ритм речи. Менялась не только интонация, но и внутреннее состояние. Эта роль стала тихим, но важным заявлением: она не боится сложных задач и умеет держать внимание без громких жестов. Именно после этого к ней начали относиться иначе, не как к перспективной актрисе, а как к надежной. Каждый следующий проект теперь рассматривался внимательнее. Денис уже не просто соглашалась на предложение, а выбирала.
Ее интересовали истории, где у героини есть внутренний конфликт, рост, выбор. И такой выбор вскоре приведет ее к роли, которая навсегда изменит ее положение в профессии и сделает имя по-настоящему узнаваемым. Проект, который стал для нее решающим, не выглядел легким ни по сюжету, ни по эмоциональной нагрузке. История сложных отношений, давления семьи и постоянного внутреннего выбора требовала от актеров не просто присутствия в кадре, а полного погружения. Именно здесь Денис получила роль, которая оказалась максимально близкой ее собственному характеру, сдержанному, наблюдательному, но внутренне сильному. Ее героиня была умной и принципиальной, не стремилась понравиться и не жертвовала собой ради чужих ожиданий. Это не была привычная романтическая фигура, скорее человек, вынужденный каждый день принимать непростые решения. Денис работала над образом внимательно, избегая лишней драматичности. Она играла паузы, сомнения, внутренние колебания, то, что обычно остается между строк. Зрители быстро почувствовали эту честность. Персонаж вызывал споры, симпатию, раздражение, но никогда равнодушие. Именно это и стало признаком успеха. Проект принес актрисе не только популярность, но и профессиональное признание. Впервые о ней заговорили как об одной из самых интересных фигур своего поколения. После этого работа стала интенсивнее. Предложения поступали регулярно, но Денис не спешила хвататься за все подряд. Она уже понимала цену внимания и знала, что любой неверный шаг может обесценить проделанный путь. Вместо резких решений она выбрала стратегию выносливости, продолжать расти, не теряя внутреннего баланса. Однако за громкими аплодисментами всегда следует период тишины. Ожидания становятся выше, давление сильнее, а право на ошибку меньше. Денис оказалась в точке, где необходимо было доказать, что успех не случайен, а результат долгой работы. И сделать это предстояло не в одном, а в нескольких совершенно разных проектах. Этот этап ее карьеры показал главное – она умеет оставаться собой даже тогда, когда индустрия требует быстрого результата. Именно это качество позволит ей спокойно пережить не самые удачные проекты и выйти из них с сохраненным достоинством и ясным пониманием своего пути. После громкого успеха наступил период, который редко бывает заметен со стороны. Экран по-прежнему присутствовал в ее жизни, но каждый новый проект словно проверял на прочность. Некоторые истории не находили отклика у широкой аудитории, другие завершались раньше, чем успевали раскрыться. Для актрисы это было не падением, а столкновением с реальностью профессии, где результат не всегда зависит от усилий одного человека. Денис относилась к этому спокойно. Она не пыталась оправдываться и не искала виноватых. Каждый проект воспринимался как опыт, даже если его путь оказывался коротким. В такие моменты особенно ясно проявлялось ее отношение к работе, не как к соревнованию, а как к процессу, в котором важно оставаться честной перед собой. Именно тогда она все чаще выбирала роли, где внешнего действия было меньше, а внутреннего – больше. Ее героини становились сложнее, глубже, иногда менее удобными для зрителя. Это был осознанный шаг, уход от очевидных образов к тем, что требуют внимания и терпения. Денис больше не стремилась понравиться всем, ей было важно быть убедительной. Этот внутренний сдвиг совпал с новым этапом в турецком телевидении, где на первый план начали выходить сильные, профессиональные женские персонажи. И когда ей предложили роль в проекте о работе национальной службы, сомнений почти не было. История требовала дисциплины, физической подготовки и полной концентрации. Это был вызов и одновременно возможность показать себя совершенно другой стороны. Подготовка к съемкам изменила привычный ритм жизни. Тренировки, репетиции, отработка движений – все происходило с точностью, близкой к хореографии. Здесь не было места случайности.
Денис входила в образ женщины, для которой ответственность не абстрактное понятие, а ежедневная практика. Этот опыт сделал ее спокойнее и собраннее не только в кадре, но и за его пределами. Проект стал долгим и насыщенным, а работа в нем – настоящей школой выдержки. Именно здесь окончательно сформировался ее экранный образ взрослой, надежной актрисы, способной нести на себе сложную историю. И хотя впереди ее ждали еще более эмоциональные роли, этот период стал точкой, где сила и профессионализм соединились в единое целое. После проекта, требующего холодной собранности и точного расчета, ей хотелось другого дыхания, более глубокого, эмоционального, почти оголенного. Так в ее жизни появилась история, в которой чувства не прятались за формой, а выходили на первый план. Героиня, которую предстояло сыграть, жила не действием, а памятью, внутренними узлами и тем, что годами оставалось невысказанным. Это была женщина с прошлым, от которого невозможно отмахнуться. Любовь, разделенная обстоятельствами, семейные конфликты, решения, принятые слишком рано или слишком поздно, все это требовало от актрисы не внешней выразительности, а тонкой работы изнутри. Денис подходила к роли осторожно, почти бережно, словно боялась разрушить хрупкий баланс между силой и уязвимостью. Работа над образом шла медленно. Она много размышляла, наблюдала за людьми, возвращалась к собственным переживаниям. Здесь нельзя было спрятаться за технику или выученные приемы, зритель должен был поверить каждому взгляду, каждому молчанию. Именно такие роли Денис считала самыми честными и самыми трудными. Проект получил особый отклик. Не из-за громких сюжетных поворотов, а благодаря атмосфере и ощущению подлинности. Героиня жила на экране так, будто ее история могла происходить рядом, за соседней дверью. Для самой Денис это стало подтверждением, она может не только держать напряжение, но и вести зрителя через тишину и внутренний конфликт. Параллельно в ее жизни появлялись и другие работы, разные по жанру, тону, масштабу. Среди них были и камерные драмы, и более жесткие криминальные истории. В каждой из них она искала не эффект, а смысл. Даже в ролях следователей или людей системы ее интересовала не власть, а человеческая сторона, сомнения, прошлый опыт, цена решений. Чем дальше она шла, тем отчетливее становилось, ее путь – это не гонка за громкими заголовками. Это движение вглубь, к тем ролям, которые остаются с человеком надолго. И именно такое отношение к профессии постепенно формировало вокруг нее образ актрисы, которой можно доверить сложную, неоднозначную историю. Но за пределами съемочной площадки у Денис существовала еще одна опора – тихая, устойчивая и далекая от экранной драмы. И именно она помогала сохранять равновесие в периоды максимальной нагрузки. Вне камер ее жизнь была устроена иначе, без резких всплесков и постоянного напряжения. Человек, который оказался рядом, появился не как часть публичной истории, а как естественное продолжение ее реальности. Их знакомство произошло спокойно, без эффекта судьбоносного момента, но именно в этом и заключалась его ценность. Отношения развивались постепенно, без спешки и показной романтики. Для Денис это стало редким пространством тишины. Там не требовалось ничего доказывать, соответствовать ожиданиям или быть сильнее, чем есть. Общий юмор, легкость в общении, умение поддержать в нужный момент – все это оказалось важнее громких жестов. Со временем это чувство оформилось в решение идти дальше вместе, уже не скрываясь от мира, но и не делая из личного жизни спектакля. Когда они официально стали семьей, в ее жизни не произошло резкого перелома. Работа по-прежнему оставалась важной частью, но теперь рядом был человек, который понимал цену этой профессии и ее последствия. Долгие разъезды, съемки, жизнь в разных городах – все это требовало доверия и внутренней устойчивости. Именно такие отношения не отвлекали от пути, а, наоборот,
помогали его выдерживать. Иногда творчество выходило за привычные рамки. Музыка, появившаяся почти случайно, стала еще одним способом выразить чувства, не проговаривая их напрямую. Совместная работа не была попыткой сменить направление или удивить публику, скорее личным жестом, тихим и искренним. Для Дениса это стало напоминанием: искусство может существовать не только в кадре, но и в самых простых человеческих формах. Чем насыщеннее становилась профессиональная жизнь, тем осознаннее она относилась к себе. Внешность перестала быть источником тревоги и сравнений. Уход за собой воспринимался не как обязательство, а как форма уважения к телу, к возрасту, прожитому опыту. Она больше не стремилась соответствовать навязанным стандартам, предпочитая состояние внутреннего комфорта. Отдых тоже перестал быть бегством. Путешествия, море, теплые города – все это служило восстановлением, а не сменой декораций. Денис выбирала место, где можно замедлиться, почувствовать пространство и людей рядом. Для нее важно было не количество впечатлений, а их качество. Постепенно складывался образ человека, который нашел собственный ритм. Без суеты, без необходимости постоянно подтверждать свой статус. И именно в этом состоянии зрелости она подошла к новым ролям, которые требовали не только профессионализма, но и внутренней наполненности. Впереди ее ждала история, где личный опыт и актерское мастерство должны были соединиться особенно точно. Новый проект требовал от нее предельной честности. Это была история женщины, чья жизнь складывалась из потерь, ожиданий и несостоявшихся решений, но при этом не превращалась в жалобу. Напротив, в центре находилась внутренняя сила, тихая, выстраданная, не нуждающаяся в доказательствах. Именно такой образ оказался особенно созвучен тому состоянию, в котором Денис находилась в этот период. Работа над ролью началась задолго до первых съемочных дней. Она вчитывалась в сценарий не как в последовательность событий, а как в карту внутренних состояний. Важно было понять, где героиня сдерживает себя, где позволяет эмоциям выйти наружу, а где выбирает молчание. В этой истории паузы говорили не меньше, чем слово. Съемочный процесс оказался насыщенным и требовательным. Много сложных сцен, эмоциональных диалогов, ситуаций, где героиня вынуждена делать выбор без возможности вернуться назад. Денис не играла боль, она позволяла ей существовать в кадре естественно, без усиления и внешнего надрыва. Это делало образ особенно живым и узнаваемым. Зрители чувствовали эту подлинность. История не пыталась впечатлить резкими поворотами, она медленно втягивала, заставляя сопереживать и размышлять. Для актрисы этот проект стал подтверждением. Зрелость в профессии заключается не в количестве ролей, а в умении быть точной и честной в каждой из них. Параллельно в ее жизни появился еще один важный образ – героиня биографической драмы, связанной с историей турецкого кино. Это был иной тип ответственности – играть не вымышленного персонажа, а человека, чье имя и путь имеют реальное значение. Здесь нельзя было позволить себе условность или поверхностность. Каждая деталь имела вес. Эта работа стала своеобразным диалогом с прошлым, не только экранным, но и личным. Денис словно оглядывалась на собственный путь, сравнивая страхи, сомнения и выборы. Все, что когда-то казалось случайным, теперь складывалось в единую линию. И чем яснее становилась эта линия, тем спокойнее она смотрела вперед. Ее карьера больше не требовала доказательств. Она находилась в точке, где можно было выбирать не из страха упустить шанс, а из желания рассказать именно ту историю, которая действительно имеет значение. И именно это ощущение внутренней опоры подводит к главному, к пониманию того, кем она стала и что для нее значит успех. Со временем вопросы о профессии перестали звучать для нее как вызов. Они стали частью внутреннего диалога,
спокойного и честного. Денис все чаще говорила не о ролях, а о состоянии, в котором человек приходит к работе. Для нее было важно не количество проектов и не их громкость, а то, остается ли она в контакте с собой. Если этот контакт сохранялся, все остальное переставало иметь решающее значение. Она не воспринимала успех как конечную точку. Скорее, как процесс, в котором каждый новый этап требует больше внимательности. Чем дальше она шла, тем яснее понимала, самое опасное – это потерять чувствительность. Привыкнуть к вниманию, поверить в собственную неуязвимость, начать работать на автомате. Денис сознательно избегала этого состояния, даже если для этого приходилось отказываться от удобных решений. Ее подход к ролям становился все более избирательным. Она искала истории, где есть пространство для тишины, где персонажи не объясняют себя напрямую, а позволяют зрителю догадываться. Такие проекты не всегда становились самыми обсуждаемыми, но именно в них она чувствовала живое присутствие, то, ради чего когда-то и вышла на сцену в детстве. Это же отношение распространялось и на жизнь вне кадра. Она не стремилась разделять себя на публичную и настоящую. Со временем эти границы почти исчезли. Внутреннее спокойствие, которое она ценила больше всего, рождалось из простых вещей, честных разговоров, ощущения дома, возможности иногда быть незаметной. Все это давало ту самую опору, без которой никакая профессия не выдерживает долгую дистанцию. Денис все чаще возвращалась мыслями к морю, не как к символу, а как к состоянию. Вода, горизонт, медленное движение – все это отражало ее собственный ритм. Она больше не спешила. Путь, который когда-то казался хрупким и неопределенным, теперь воспринимался как цельная линия, где каждый поворот имел свое значение. Именно в этом состоянии, без напряжения, без необходимости что-то доказывать, она подошла к точке, где история может быть рассказана иначе. Не как рассказ о преодолении, а как тихое присутствие человека, который нашел свое место и научился в нем оставаться. Теперь ее путь уже не выглядит как череда случайных решений. Он складывается в спокойную, почти незаметную логику, где каждое событие естественно вытекает из предыдущего. Девочка из Измира, которая когда-то боялась сделать шаг в неизвестность, сегодня живет в этом пространстве уверенно, без внутреннего шума. Не потому, что страх исчез, а потому, что он больше не управляет выбором. Денис не стремится ускорять время и не пытается удержать прошлые состояния. Она позволяет ролям приходить тогда, когда они действительно откликаются. В этом нет демонстративного отказа от амбиций, скорее зрелое понимание собственных границ и возможностей. Она знает, где может быть точной, а где лучше сохранить тишину. И именно это делает ее присутствие на экране особенно ощутимым. Ее героини разные, но между ними всегда существует тонкая связь, внутренняя устойчивость. Это не громкая сила и не показная независимость. Это способность оставаться собой в обстоятельствах, которые не выбирают. Возможно, именно поэтому зрители чувствуют в этих образах не игру, а жизнь, в которой легко узнать себя. За кадром Денис остается человеком, для которого важны простые опоры, близость, доверие, возможность иногда исчезнуть из поля зрения. Она не отказывается от внимания, но и не зависит от него. Ее мир выстроен так, что в нем есть место и работе, и тишине, и движению, и покою. История Денис Байсал не о резком взлете и не о борьбе с внешними обстоятельствами. Это история выбора, сделанного однажды и подтверждаемого снова и снова. История человека, который не искал кратчайший путь, а шел своим темпом, сохраняя чувствительность и уважение к себе. И, возможно, именно поэтому эта история не заканчивается точкой. Она просто продолжается, спокойно, глубоко и честно,
как море, рядом с которым все когда-то началось. Если эта история отозвалась вам, значит, она была рассказана не зря. Путь Денис Байсал – это не только путь актрисы, но и напоминание о том, как важно слышать себя и не предавать собственные мечты. Спасибо, что провели это время с нами до самого конца. Если вам близки такие истории о чувствах, выборе и внутренней силе, подписывайтесь на канал «Любовь и мечты». Поддержите видео лайком и обязательно напишите в комментариях, какая часть этой истории откликнулась вам сильнее всего. До новых встреч! Здесь мы продолжаем говорить о любви, мечтах и людях, которые не боятся идти своим путем.